Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Видите, да, я не смогла пройти мимо такой эффектной красоты. Сегодня будет у нас мастер-класс по вязанию вот этого джемпера, который вяжется очень несложным ажурным узором. И выглядит он элегантно, нежно, подойдет на любую фигуру и любой размер. Да? Приближаю вам, смотрите. Интересно, что у нас начинается резиночка здесь, видите, своеобразным образом, да, то есть у нас идет сочетание резиночки 1 на 1 и ажурного узора, затем все это плавно переходит чисто в ажурный узор, раппорты очень согласуются по количеству петель и рядов, и затем здесь что-то такое в виде своеобразной кокеточки, очень красиво выполнена планочка, видите, на вырезе горловины. Вот рукав можно сделать как полноценной длиной, так и 3/4. В общем, девочки, это не джемпер, а сказка, а реально очень эффектный и красивый. И очень немаловажно, он у нас вяжется легким узором. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, как всегда, в нашем мастер-классе будет сегодня сделано описание, составлена инструкция на 6 размеров: 46, 48, 50, 52, 54. Я буду вставлять описание. Вместе с вами во второй части видео более детально рассказываю, как расположить узоры, сколько петель набрать, сколько петель приходится на пройму, вырез горловины и так далее. Объясняю, откуда это все берется. Да? Что такое вертикальная плотность, мы тоже с вами сегодня обязательно уясним, зачем мы ее вообще применяем в нашей практике. Так, выкройка, схема, выбор пряжи, все это само собой разумеющееся. То есть у нас сегодня в нашем экспресс-мастер-классе будут затронуты все моменты, все аспекты, которые позволят вам сесть и связать этот джемпер, это изделие. Единственное, только необходимо все-таки, фигуры у нас разные, охватить все варианты фигур невозможно, да, выкройка будет стандартная. Конечно, корректируйте длину изделия, обязательно откорректируйте, сделайте, возможно, у кого-то плечи слишком узкие и бедра широкие. То есть здесь тоже эти моменты обязательно индивидуально учитывайте. Но, в принципе, описание несложное и подойдет, в принципе, для вязальщицы как бы среднего уровня мастерства. Итак, начинаем с выбора пряжи. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Cotton. Цвет у нас, видите, 15-й. Такой цвет изумрудный, светлый изумруд. Давайте посмотрим. 50 грамм, 160 метров. Состав у нас, значит, 26% шерсть, 26% хлопок и 48%, прошу прощения, акрил. Ниточка довольно хорошо скручена, очень удобно из нее вязать, хорошего качества. И спицы используем 3,5. Вот так выглядит наш узор. Смотрите, переход у нас идет. Значит, можно так сказать, что у нас используется 3 варианта вязания узора. Первый вариант – резинка, да, видите, сочетание резиночки 1 на 1 и вот такого ажурного элемента. Затем у нас идет просто из ажурных элементов общее полотно вяжется, такой ажурный. И кокетка. Кокетка вяжется в виде елочки. Хорошо это будет заметно на общей фотографии модели, да, понятно, там будет, откуда берется эта елочка. Ну а в целом
все, что мы сегодня с вами свяжем, выглядит вот сейчас перед вами, вот таким образом. Вот. И, в общем-то, несложный довольно узор, всего 8 рядов в высоту и 10 петель в ширину. Получается раппорт узора. Итак, давайте посмотрим схему узора. Итак, перед вами схема нашего основного узора, выделена красным цветом. Основной узор раппорт составляет 8 рядов в высоту, 10 петель в ширину. Красная, да, вот я вам ее приближаю. Это основной узор ажурный, который мы будем применять. Здесь идет резинка, резиночка 1 на 1, да, то есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот этим синеньким квадратиком это планка, которую мы будем по низу изделия вязать. То есть у нас идет сочетание. Вначале вяжем вот эту резинку, затем ажурный узор. Опять резинка, ажурный узор, видите, да, сочетается. Вот такая задумка автора модели. Так, затем мы плавненько все это дело заменяем, смотрите, видите, заменяем просто вот эту ажурную часть, оставляем без изменений, а вот эту левую, правую часть мы меняем также на ажурный узор и вяжем полностью ажурным узором. Второй момент, у нас идет кокетка, у нее своя схема. Схема 1, вот я вам сейчас тоже ее приближаю, смотрите. Мы также, вот красный основной наш раппорт узора, и мы его также плавно заменяем на вот такую елочку. Все это мы будем с вами сегодня вязать в образце, и вы поймете, что там тоже ничего сложного как бы нет. Да? Обращаю ваше внимание, когда будете делать убавочки у проймы, здесь узор может как бы сбиваться по краю, да, из-за того, что будет у нас закрытие петель. Не пугайтесь, просто вяжите лицевую гладь. Если там, вот видите, как здесь, например, рекомендуют, да, то есть вот у нас часть узора осталась, одна часть, а вторая просто лицевая гладь. Все, ничего в этом нет сложного. Так, теперь, что касается выкройки, давайте посмотрим. Вот такая у нас классическая выкройка, да, то есть рукав с окатом, глубокий вырез горловины, спинка и перед вяжутся совершенно одинаково, отличаются глубиной выреза горловины. Величина вот этой резинки тоже на ваше усмотрение. Смотрите, у меня получается, что я вяжу, начинаю с резинки 1 на 1, около 1 сантиметра, и затем 2 раппорта у меня идут уже с применением ажурной вязки. Это про планку я говорю. Вот. Поэтому в целом там получается около 7 сантиметров. У вас тоже, в общем-то, так должно, в принципе, получаться. Так, далее. Рукав. У рукава вот такая выкройка. Делайте, девочки, скрины всех вот этих моих показанных выкройка, схемы, все это. Я постараюсь в сообщество выложить схему отдельно, основную, да, чтобы вам было удобно пользоваться. Но, в принципе, можно сделать фотографию экрана, скрин экрана, и пользоваться также в распечатанном виде, либо в электронном, кому как удобно. Так, и вот такое описание, которое я всегда составляю. Размер российский 46-48, 50-52, 54. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания. И вот это описание. Вот эти количество петель я вам нарисую в конце видео во второй части, где мы с вами там будем обсуждать все это дело более подробно. Детально вам рисую, как расположить узор, откуда вот это все берется. Да? Почитайте. Здесь я старалась без ошибок, но, конечно, человеческий фактор. Сразу согласитесь, на 6 размеров описание составлять не всегда бывает, ну, как бы, бывают ошибки, наверное, да, хотя стараюсь, печатки какие-то. В общем, девочки, ничего это читать я с вами не буду. Про крючок, кстати, вот тут я не стала ничего. Выполнить плечевые швы, обвязать горловину по схеме. Сейчас я вам покажу эту схему. Там обвязка горловины идет. Так, вшить рукава. Выполнить боковые швы, швы рукавов. Все. Низ изделия ничего не надо. Это от старой идет, от старого описания. Просто готовую взяла и изменила. Так. Ну и все. Давайте сейчас с вами
приступим. Я вам не показала. Я же обещала, да? Давайте покажу вам. Вот так выглядит у нас схема обвязки горловины. Вот сама горловина, видите, да? И вот схема ее обвязки, пожалуйста. Делайте. Сейчас еще раз увеличу побольше, чтобы вам было поудобнее. Вот, девочки, пожалуйста. Также 10 петель у нас идет. И, в общем-то, вот так это все дело выглядит. То есть там, похоже, петли не надо закрывать, а их откладывать. Петли выреза горловины откладывать, кто хочет такую обвязку сделать. Вот такой немаловажный нюанс. Надо отметить, будет внести изменения, корректировочку в описании вот сюда. Да? То есть вот здесь, где мы с вами пишем про формирование выреза горловины, не закрыть, а отложить. В скобочках пишу, потому что кто-то может просто резиночкой захочет 1 на 1 обвязать, да? Отложить средний и далее вязать каждый, не закрывая, а откладывая, опять-таки, откладывая и так далее. Все, мои хорошие. Надеюсь, вы все поняли, все хорошо. Продолжаем мастер-класс «Вяжем ажурный узор». Итак, девочки, для вязания образца мы будем набирать с вами 32 петли. У меня здесь 3 раппорта по 10 петель и 2 кромочные. Итак, начинаем мы с резиночки. Резиночка идет 1 на 1. Резиночка начинается, девочки, с лицевой петли. То есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжете резиночку на ту высоту, которую вы хотите. То есть это не принципиально. И мы, собственно, переходим с вами на вязание вот этой декоративной резинки. Смотрите, у нас первые петельки, первые 10 петелечек, мы их с вами вяжем резинкой. То есть вот вначале связали резинкой 1 на 1 на той высоте, которая вам удобно, нравится. Мы переходим и будем сейчас чередовать резиночку 1 на 1 с, собственно, раппортом узора. Раппорт узора, как я уже сказала, состоит из 10 петель, плюс высоту у нас получается 8 рядов. 8 рядов в высоту. И вот мы вяжем. Значит, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, связали. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять лицевая, изнаночная. 9, 10, да? 10 петелек связали и вяжем раппорт узора. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная. Итак, связали с вами второй раппорт. И третий у нас вяжется лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали 10 петель раппорта. Переворачиваем. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Итак, далее вяжем. У нас идет третий ряд, да? Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали первый раппорт. Второй раппорт мы вяжем также, собственно, то есть делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и по центру 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Опять делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Связали второй раппорт из 10 петель состоящий. И далее вяжем
Третий раппорт, тоже 10 петель в виде резинки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали. Так, четвертый ряд у нас, как смотрят петли, вяжется изнаночный ряд. Итак, следующий у нас идет с вами пятый ряд. Декоративная резиночка у нас вяжется. Мы вяжем первый раппорт. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Да? А далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид, по центру лицевая, снова накид, опять 2 лицевые, 1, 2 и 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали второй раппорт, тот, который ажурный у нас идет. И следующий опять идет лицевая, изнаночная, просто резинка, лицевая, изнаночная, так 10 петелечек. Да? Заканчиваем мы все лицевой петлей для симметрии. Вот я связала третий раппорт резинки. Итак, у нас с вами 7-й ряд. Вяжем резиночку нашу декоративную. Значит, лицевая, изнаночная. Это первый раппорт пошел. 10 петелечек сейчас мы провяжем первый раппорт. Так, заканчивается у нас изнаночный раппорт. И начинается узорчик, 7-й ряд. И мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, 1, 2. Делаем накид по центру, лицевая, накид. Опять далее 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, и изнаночная. Еще 10 петель связали нашего центрального вот этого раппорта ажурного. И опять идет резиночка. 10 петель резиночки 1 на 1. То есть там начинается лицевая, изнаночная. Повторяем это все дело до конца ряда. Так, и смотрите. Далее у нас идет 9-й ряд нашего ажурного узора, и он, собственно, начинает повторяться с первого ряда нашего ажурного узора. Да? То есть с первого ряда, как вот мы сейчас начинали, так и повторяем. Резиночка наша продолжается идти. Те раппорты, которые вяжутся резиночкой 1 на 1, так они и вяжутся. Да? А ажур повторяется. Собственно, сама резинка в модели связана, у нас в высоту идут 2 раппорта, повтор, вот этих ажурных 2. И затем у нас переход идет уже на полностью ажурный узор. То есть тот раппорт, который у нас состоял из резиночки 1 на 1, также замещается этим же узором, который мы только что с вами связали. Я вам показываю переход к ажурному узору. Итак, первый раппорт у нас 10 петель, и мы вяжем с вами переход. Переход начинается у нас с вами с накида и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжется. И делается накид. Изнаночная. Связали раппорт первый. Второй раппорт у нас просто продолжается. Также опять делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Изнаночная. Связали второй раппорт. Третий раппорт. Замещаем резинку ажурным узором, как мы это делали в начале. Начинаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид.
изнаночная. Связали третий раппорт. Значит, изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли, продолжаем. Сейчас у нас третий ряд ажурного узора, который мы уже вязали, повторяли. Я, наверное, повтор-то не буду показывать, самостоятельно вы свяжете, девочки. Итак, у нас вяжется сейчас схема кокетки. Также она у нас вяжется на базе этих наших 10 петель раппорта ширины, да, и у нас тоже 8 рядов она в высоту, собственно, и она у нас идет в виде елочки. Начинаем вязать первый раппорт узора, то есть это у меня была изнаночная для симметрии, и вяжем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, теперь уже накид, изнаночная. Связали раппорт узора. Точно такой же раппорт повторяем еще 2 раза. Все изнаночные ряды вяжем так же, как и в предыдущих узорах, как смотрят петли. Третий ряд у нас с вами нашего раппорта вяжем. Это для симметрии была изнаночная. Первый идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная. Раппорт узора связали. Повторяем еще 3 раппорта подряд таких же. Итак, у нас с вами 5-й ряд нашей кокетки, и вяжем раппорт узора. Это для симметрии изнаночная. Раппорт узора вяжем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая, опять 2 вместе лицевой с наклоном теперь уже вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная. Повторяем раппорты еще 2 раза. 7-й у нас с вами ряд идет раппорта нашего кокетки, изнаночной для симметрии, и начинаем раппорт узора. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой в любую сторону, хотите с выделением центральной петли, как хотите. Я сделаю 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, изнаночная. Раппорт связали. Такой же раппорт повторяем. Итак, горячим паром обдаем наш образец и вытягиваем его в разные стороны. Наша задача сейчас растянуть его по возможности. Обращаем внимание на крайние петельки, они у нас будут тоже в расчете участвовать. Так, и даем высохнуть образец. И теперь, девочки, измеряем с вами ширину и высоту образца. Нам нужна плотность, без которой мы не сможем делать расчеты. Я здесь прибавила 1 петлю, вы помните. Сейчас у меня 34 петли на спицах, и это 18,5 сантиметров обозначает. Так, и мы 34 делим на 18,5 сантиметров ширину нашего образца. Получается плотность 1,8. Давайте запишем эту плотность вот сюда, чтобы нам ее не забыть. В 1 сантиметре 1,8 петель. Теперь измеряем высоту нашего образца. Высота. Я буду мерить узор, а не резиночку, да, то есть вот отсюда начну, собственно, и вот от начала нашего раппорта. 13 сантиметров у меня получается. Сейчас я посчитаю, сколько здесь рядов. Девочки, я посчитала, у меня 4 раппорта по 8 рядов, то есть это 32 ряда мы поделим с вами на 13 сантиметров измеренных, получается вот такое число 2, ну практически 0,5 ряда, да? То есть я могу записать смело, что в 1 сантиметре
у нас 2,5 ряда умещаются по вертикали. Это горизонтальная плотность, это вертикальная плотность. И сейчас я расскажу, как их применить при расчете на любой размер, на любой ваш размер. Нам понадобится выкройка. Девочки, начинаем с вами расчетную часть. И у нас с вами вот такая выкройка и вот такая выкройка рукавчика. Будем составлять сегодня описание с вами на размер 46, 48, 50, 52, 54. И я буду кратко вам сейчас рассказывать. Описание, собственно, сформировано, выложено под видео. Такая инструкция по вязанию на эти размеры. Но сейчас я всегда в конце своего видео, каждого мастер-класса, рассказываю, откуда взялись эти цифры в описании, которые вы увидите там. Откуда взялись это количество петель, откуда взялось такое-то убавление и так далее. Кратко хочу вам пояснить. И как располагаются узоры тоже. Сейчас. Итак, начинаем с 46-48 размер. Ширина у нас спинки получается 53 сантиметра. И в петельном эквиваленте это 95 петель. Как я это получила? 53 сантиметра я умножила на плотность, которую мы с вами получили в расчетном путем. 1,8. Получается 95 петель. Как распределяются узоры? Смотрите, обычно я рисую так схематично, да? Представьте, что это ваш наборный ряд. И вот как вы распределяете узоры. Раппорт узора у нас 10 петель. 10 петель. И мы с вами распределяем эти 10 петель следующим образом. Значит, первая петля у нас кромочная идет. Вот, затем у нас идет петля 1 лицевая, 1 изнаночная. Затем идет 9 раппортов подряд по 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раппортов подряд по 10 петель. И все это дело мы завершаем одной лицевой петлей для симметрии и одной кромочной петлей. Вот так, девочки, выглядит распределение наших 95 петель. Эти 9 раппортов вяжем. Значит, здесь идет чередование резинка 1 на 1, ажур, 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 резинка 1 на 1. Понятно, да? И это у нас идет декоративная планка, вяжется таким образом. Вот. Далее что мы делаем? Далее мы вяжем с вами ажурный узор. Ажурный узор, там, где декоративная резинка, мы его заменяем таким же ажурным узором, который мы вязали вот это вот на 10 петлях. То есть у нас везде, вот мы с вами в образце, да, везде начинается, переходим на ажур. Вот я резинку заменила ажурным узором, основным нашим ажурным узором. Вяжем, вяжем, вяжем. Здесь у нас начинается пройма. Глубину проймы я обычно делаю 5-6 сантиметров в зависимости от размера. И перевожу я, если это все в петли, 5 сантиметров умножить на плотность 1,8, это 9 петель, да? Те же 6 сантиметров на 1,8, это 10 петель, можно 11 сделать. Короче, я делаю на первый размер, маленький размер 46-48, 9 петель. На большой размер 10 петель, на большие размеры. Аналогичным образом мы набираем с вами на следующие размеры. Смотрите, 50-52 у нас 105 петель и 54 115 петель. То есть 105 петель. Ширина это 58 сантиметров. Ширина спинки и переда будет. И это 105 петель. 54 размер, 115 петель, это 64 сантиметра, там, по-моему, 63-64 сантиметра. Получается ширина спинки и переда. Так, с этим тоже мы разобрались. Ну и как расположить узоры, вы также поняли, да? То есть разница у нас в 10 петель между размерами. То есть вы просто добавляете еще один раппорт из 10 петель.
при каждом переходе к другому размеру. Вот. То есть здесь будет уже не 9 раппортов, а 10. И в 54 размере будет уже 11 раппортов. Да? Понятно? С этим мы разобрались. Для симметрии у нас, вы тоже, наверное, поняли, берется вот эта лицевая, изнаночная, и с левой стороны одна лицевая. То есть для симметрии мы добавляем 3 петли. Ну и плюс 2 кромочные. Вот таким образом складывается у нас количество петель. Итак, после того, как вы убавите пройму, вяжете опять, переходим на кокетку. Через 7 сантиметров после начала проймы переходим на кокетку. Что здесь с кокеткой? Кокетка у нас был свой узор. Мы просто наш узор, наш раппорт из 10 петель, переводим вот этот раппорт тоже в ширину такой же 10 петель, но заменяем его на другой узор. Он в виде елочки идет. Мы его связали с вами, один раппорт, потренировались, да? Вот этот вот верхний, который я вязала, самый последний вам показывала, уже узор кокетки. У него также раппорт 8 рядов в высоту и 10 петель в ширину. То есть мы просто замещаем один раппорт другим раппортом. Вяжите кокетку на ту самую высоту, которая вам будет удобно по размеру. Вот, в описании почитайте там. Теперь по вырезу горловины. Вырез горловины я взяла 35 петель на маленький размер 46-48, 37 петель на 50-52, 39 петель на 54 размер. Эту величину вы можете, конечно, по-своему немножечко изменить, в зависимости от ваших предпочтений. Можно пошире сделать, да? Все в ваших руках, девочки. Теперь хотела бы заострить внимание на вертикальной плотности. Пожалуйста, не игнорируйте. Все вертикальные размеры, которые у вас будут на выкройке, пожалуйста, переводите в ряды. Пожалуйста. То есть, если у нас стоит 31 сантиметр в высоту, да, то вот от планки до проймы 31 сантиметр по выкройке. Пожалуйста, умножайте на вертикальную плотность. 31 сантиметр умножить на плотность 2,5, вы получите 78 рядов. Округляем всегда в сторону четного числа. 78 рядов. Так и вяжите. Для чего? Для чего мы это все делаем? Дело в том, что каждое трикотажное вязаное полотно после стирки вытягивается, да, и становится довольно, ну, теряет свою, скажем так, первоначальную форму, как мы измеряли, вязали, да, а потом она вытянулась. Чтобы этого избежать, мы заранее закладываем вот этот коэффициент, плотность так называемую, да, которая нам дает после стирки правильную форму нашего изделия. Применяйте обязательно плотность, не игнорируйте ее. Так, но перед у нас отличается глубиной выреза только, он более глубокий, 8,5 сантиметров в глубину. Более подробно и детально, как сформировать, откуда начать его формировать и как закруглить вот эти концы, читайте в описании под видео, там я рассказываю, как последовательно это сделать. Так. Теперь, что касается рукавчика. У рукавчика свой у нас вот такой вот. Вы видели, рукав можно сделать как полноценный длинный, так и 3/4. Вот если 3/4, я вам расскажу общие основы. Также начинается с планки. Набираем 55 петель на первые два размера, 65 петель на второй размер, на третий размер, большой который. Вот. Что такое 55 петель? Как распределяем? Ну, аналогичным образом. Также мы берем кромочную, да. Затем берем одну лицевую, одну изнаночную, то есть то, что мы делаем для симметрии. 5 раппортов по 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5 по 10 петель. И одна лицевая у нас идет для симметрии, и кромочная идет одна. И одна кромочная. Отсюда в сумме это 55 петель, девочки. Вот. Затем идет скос. После планки
когда вы перешли уже на ажурный узор полностью, у вас идет скос, формируется. В самой широкой части рукавчика, вот я взяла 77, 81 и 85 петелечек, также посчитала с помощью плотности. Вот. То есть мы с 77 отнимаем 55, у нас получается 22 петли, у нас 2 скоса, 22 делим на 2, получаем 11 петель, на каждый скос надо прибавить. Надеюсь, это понятно. И как сделать эти прибавки равномерно? Опять используем вертикальную плотность. Смотрите, у нас вот стоит мерочка 29,5 сантиметров. Ваша мерка, возможно, будет отличаться от той мерки, которая здесь в стандартной выкройке указана. Да? Обязательно подходите индивидуально к выкройкам. У нас у всех разный рост, естественно, разная длина будет рукава. Да? Поэтому вот я вам на примере сейчас данной выкройки рассказываю, как должно быть. 29,5 сантиметров переводим с помощью вертикальной плотности в ряды. Я 29,5 умножаю на плотность 2,5. Получаю 74 ряда. 74 ряда я делю на те 11 петель, которые надо прибавить по скосу. Получаю 6,7. Вот такая цифра. То есть, в принципе, можно прибавлять в каждом 7-м ряду. Но для более точности можно делать следующие прибавки. Один раз в каждом 6-м ряду, затем в каждом 7-м. Чередуем. 6-м, 7-м. И так 11 раз. Чередуем прибавочки. Да? Прибавки делаем, конечно же, с двух сторон одновременно. И, как я уже сказала, вот таким образом достигаем равномерности прибавок. Для второго размера у меня 13 петель с каждого скоса прибавка. Для третьего 10 петель по расчетам получается. Окат я не рассказываю, как вязать. Опытные мастерицы сделают это без моих рассказов. Неопытные, даю ссылочку под видео на теоретический расчет оката рукава. Но вообще, когда я училась вязать окат, я вязала его по выкройке в натуральную величину. То есть я рисовала приблизительно вот эти все округлости и вязала, прикладывая полотно к этой выкройке, понимаете? И мне получался красивый ровный окат. Вот. Высота оката 14,5 сантиметров здесь. Но она так и есть. Обычно бывает там от 13 до 15 сантиметров. Вот это вот величина. На средний рост, скажем так. Итак, мои хорошие, вот такие краткие пояснения я вам сейчас рассказала. Да? Вот, более детально читайте под видео описание, как я сказала. Я желаю вам удачи и до новых встреч!